Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Всем огромный привет из Бангладеш. У нас продолжается наш великолепный тур. Сегодня второй день, и мы едем в город, который называется Раджшахи. А по пути мы посетим фабрику шелка и храмовый комплекс Путия. Наш сегодняшний день мы опять начинаем в компании нашего гида Джерри. И наша первая точка – это сад, который называется Джашур Гадкали, что в переводе на русский Джашур – это город, а Гадкали – это бог Кали, которого мы видим за нашей спиной. Мне кажется, этот сад очень популярен у местных 14 февраля, потому что здесь все сердечек, очень много фотозон для влюбленных парочек. Поэтому, если вы любитель такого формата, то обязательно приходите сюда. Но с другой стороны, для нас это выглядит немножко все, наверное, так по-сельски, но очень мило. Мы видим, что за цветами здесь ухаживают, грядочки, цветочки аккуратно здесь растут. Но встречается, конечно же, мусор, куда без него. Вот, поэтому... Такое интересное, своеобразное местечко. После того, как вышли из сада, увидели палатку. Здесь подают местный чай. Сладкий. Горячий, сладкий, да. Там еще какая-то крошка, крошка ореховая. Там орехи, орехи измельченные. Но получилось вкусно, да? То есть, как определить только, чай это или кофе? На что больше похоже? На какао, если честно. Да, на какао больше похоже, это правда. Ну и, конечно, особую атмосферу этому напитку придает глиняная чашечка, которую вначале обжигали, а после налили туда этот напиток. Подобный напиток обошелся нам в 40 така. Сейчас мы остановились в поле с цветами, который называется Мэри Голд. Из них делают различные бусы на церемонии. И, кстати, даже мы видели такие цветы и бусы, когда приезжали в какие-то отели, нас с ними встречали. Ну и помимо цветов Мэри Голд, здесь также есть целое поле с розами. Но, похоже, помимо красных роз, здесь также еще есть желтые розы. Wow, it's a beautiful, yeah. Yellow rose. Thank you. Вот местный фермер нам показывает, какие розочки здесь еще растут. Видите, какие желто-розовые, красивый очень цвет. Пойду Томочке отнесу. Между прочим, друзья, это не простая роза, а сорт бомбастик. В России такой цветок стоит от 450 рублей минимум. Также мы увидели здесь поле с гладиолусами. Тоже очень популярный цветок в Бангладеш. Это место называется Джадхали Гарден и находится в 50 километрах от Индии. Говорят, что здесь самая хорошая почва для выращивания цветов, поэтому здесь так много фермеров, которые занимаются этим бизнесом. Следующая точка, до которой мы ехали достаточно долго, порядка 2 часов, это огромный банановый рынок. Огромное количество зеленых связок бананов, которые грузят в автомобили и дальше будут отвозить, видимо, по точкам развозить. Okay.
So that's why it's a little bit green, but after 1 hour, Dhanyavad. Все угощают нас здесь бананами, более-менее желтыми, потому что в основном здесь зеленые бананы, которым нужно дозреть. Пробую бананы, представляете, в нем огромные косточки. Как рассказал наш гид, называется это бангла-банана. Видите? Черные. Черные большие, они прям хрустят. Нелегкие, между прочим, бананы. Основное время торговли на этом рынке, конечно же, утреннее. Тогда здесь все кишит просто бананами. Как нам сказали, сейчас еще их не так много. Друзья, торгую бананами, недорого, килограмм 30 тако. Только сегодня, только сейчас. Видите, сколько продавцов за нами постоянно ходят, тоже хотят сделать фотографию, интересуются, откуда мы приехали. Помимо тук-туков с бананами, также видим огромные грузовики, полностью груженные этими зелеными фруктами. Сфотографировать здесь буквально с каждым транспортом. Такая армия фанатов собралась, которые следовали за нами. Сейчас мы приехали в город, который называется Кушти. Здесь расположен мавзолей музыканта Лалона Шаха. Он также является мыслителем и автором песен. Также на площади перед мавзолеем мы видим памятник музыкальному инструменту национальному, который называется эктара. Это однострунный национальный инструмент Бангладеш. Интересно у нас прошел здесь концерт, причем я даже не заметила, как собралось такое количество людей и музыкантов. Обычно здесь вообще собирается много народу, приезжают со всей страны музыканты, а сверху находится ординатория, где обучают музыке. Также можно зайти в сам мавзолей Лалона Шаха. Предварительно нужно снять обувь, и любой желающий может пройти внутрь. Внутри мавзолея мы видели две гробницы. Одна принадлежит Лалон Шаху, а другая его супруге. Также мы видим на выходе очень много гробниц. Это гробницы его последователей. Встретили здесь женщину. Как видите, она в белой одежде, и не просто так. Оказывается, в этом здании проживают последователи музыканта Лалон Шаха. Да, они прямо здесь также поют песни, отдыхают. Okay. Nice to meet you. Лалон Шах для местных жителей это не просто музыкант, это именно мыслитель, за которым следует. 2 раза в год здесь проходит его 3-дневный фестиваль, на который съезжаются люди со всей страны. Из города Триссор мы едем в город Раджшахи, приезжаем в интересное место, это русская колония. Здесь наши соотечественники работают от компании Росатом и занимаются энергией. Сейчас мы приехали к храмовому комплексу, который называется Путия. Он располагается в 23 километрах от города Раджшахи, куда мы с вами и держим путь. Здесь мы остановились, чтобы полюбоваться, сделать пару фотографий, а дальше уже поедем к центральному входу. Храмовый комплекс Путия состоит из старинных индуистских храмов. В данном случае мы подошли к храму, посвященному богу Шиве. И здесь видим статую Лингвы Шивы. Сейчас гуляем по этому храму и видим, что раньше были здесь скульптуры, посвященные богу Шиве, но многие из них, точнее основная часть, разрушена.
Сейчас мы подошли к храму, который называется Ратна Говинда, и посвящен он богу Кришне. Выполнен в стиле патна. Если посмотреть вблизи этот храм, то можно увидеть множество орнаментов, на которых изображен роман между Кришной и Радхой. Это самый большой терракотовый храм, который находится в Бангладеш. И посмотрите, какая изящная здесь резьба. Сейчас смотрю на изображение бога обезьяны Хануман. Сейчас мне показали бога, которого зовут Бома, и в чем он примечателен, тем, что у него есть свой транспорт. Это вот такая вот красивая утка. Поскольку мы приехали в этот храмовый комплекс уже практически на закате, то сейчас не будем посещать музей, который располагается в этом здании, а идем к другому храму, потому что солнечных минут осталось не так много. Буквально 2 минуты, и мы дошли до еще одного небольшого индуистского храма, он называется Барааник. В Википедии, в интернете вы найдете, конечно, более точное описание каждого этого храма, но мы вам в большей степени хотим показать его красоту, его расписной орнамент, терракотовый цвет. Thank you. Вот такая акустика в этом храме. Попытались на двоих исполнить. Мы приехали в город Раджшахи. Это один из крупнейших городов Бангладеш. Здесь проживает почти 1 миллион человек. Также его называют шелковый город. И неспроста. Здесь расположено несколько больших фабрик по производству шелковых изделий. И в одну из них мы с вами приехали. Мы приехали очень поздно, так бы застали женщин, которые расписывают здесь шелковые изделия. Здесь мы можем видеть сам шелк. Вот так он выглядит. Вот в таких вот коконах. По форме шелк напоминает кукурузные палочки. Сейчас мы находимся на начале производства. В этом помещении выводят специальную гусеницу, которая называется тутовый шелкопряд. Можно сказать, вот с чего начинается производство. С гусениц, которые здесь выводят специально, и они живут в небольших ящиках. Тутовый шелкопряд делает себе кокон, который хранят в специальных секциях. Мы обратили внимание, что здесь 2 вида коконов. Белый и желтый. Белые делают гусеницы китайского типа. China, Bangladesh. И желтые – это гусеницы, которые вводятся в Бангладеш.
Фабрика, на которой мы находимся, называется Сапура. И здесь уже мы заходим в шоурум, то есть огромный магазин, в котором представлены товары из шелка. Здесь мы видим большое количество тканей, женских платков, мужских рубашек из шелка. Здесь также представлены традиционные костюмы. Везде висят ценники. Ну, вот, допустим, 2000 рублей. Вот такой вот жакет. Рубашка 7500. Давайте еще посмотрим цены. 4700 така. Вот такая вот футболка пола. Рубашки. 1850 така. Мы доехали до нашего отеля в Раджшахе. На шумной улице повернули. И вот мы здесь. Благодарим Джерри за второй день. Thank you so much, Jerry, for this day. It's second day with us. Yeah. Thank you for thank you so much for cooperating me and hope tomorrow it will be a good day for us. Да, мы завтра с вами продолжим наш великолепный тур с компанией Бангладеш Эко Adventures. А с вами не прощаемся, также покажем наш отель, в который мы заселяемся. Заходим в нашу комнату. Она светлая, просторная, очень чистая. Есть столик, софа, большая двухспальная кровать, кондиционер, шкаф. Помимо этого у нас также здесь есть полочки, телевизор. О! И принес вам немножко удобств. Так. Зубная паста, зубные щетки, ключ от номера, пожалуйста, мыло, шампунь, полотенце, полотенце бумажное и полотенце обычное. И еще вода. Thank you. Я думаю, нам столько воды будет вполне достаточно. Плюс вот такой вот освежитель воздуха. Либо от комаров, либо освежитель, что-то такое. Ну, в любом случае пригодится. Пройдем теперь в душевую комнату, но хочу отметить сначала вам вот такую вот кнопочку, обратите на нее внимание. Она красным цветом, и это обозначает, что горячая вода сейчас включена. Нужно будет подождать там 5-10 минут, и все будет хорошо. Мы ее называем волшебной кнопочкой. Теперь пройдем в душевую, включаем свет. Здесь вытяжка, душ, унитаз, и тоже все очень чисто. Поэтому мне кажется, что это просто идеальное соотношение цены и качества. Наш отель, который называется Just Inn. Не стала вчера снимать вам вечером, потому что было темно. Решила сделать это сегодня. Заходим внутрь подъезда и ищем табличку Just Inn. Проходим внутрь. Здесь вас сразу встречают любезные сотрудники. На ресепшене нас быстро заселили, зарегистрировали и провели в комнату. На территории отеля можно посмотреть на красивые картины местной жизни Бангладеш. Ну и сейчас я пройду в комнату, мы позавтракаем и будем отправляться в другой город. Специально для нас в отеле приготовили завтрак. Здесь у нас жареные яйца, вареные яйца, паратха лепешка, местные блюда дал, сладости, фрукты и, конечно же, напитки. Сейчас мы завтракаем и отправляемся в новый город, который вы увидите уже в следующем выпуске. Ну а за этот выпуск не забудьте прожать свой лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Всем до новых встреч, всем пока! Еще увидимся!